Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня мы с вами проделаем немножко такой работы, скажем так, которая должна постоянно делаться на разводне. Какую-то рыбку отсортируем, какую-то пересадим, потому что у нас уже есть достаточное количество, например, малька, которого нужно пересаживать в больший объем. Вот, например, здесь у нас сидит тернеция. Красная и зеленая, она уже просится большего объема. Месяц она здесь просидела от момента нереста, и надо ее пересаживать. И вот здесь, смотрите, розовая и синяя, ее тут тоже очень-очень много. Нужно их пересаживать в больший объем. Они уже хотят этого, чтобы рыбка не затянулась. Скорее всего, с этого большого аквариума берем вот этих неончиков, рассадим их, самок и самцов отдельно. Вот у меня одна часть их здесь сидит в этом аквариуме, одна часть в этом аквариуме. Разделим самцов и самок для того, чтобы они немножко поскучали друг за другом, тогда лучше будет происходить нерест. Ну и с вот этими вот взрослыми рыбками нужно разобраться. То есть уже есть отбраковочка некоторая, ну, рыбкам примерно год. Они продаются постепенно, но видите, их еще сколько здесь есть. То есть есть такие, которые уже под продажу не годятся. Ну, например, вот рыбка, вот непонятно, вот где, вот синяя. Вот видите, какая-то она такая непонятная, неправильной формы. Уже у нее, видно, самочка, она закистованная, у нее уже живот не такой. Ну, короче, она уже некрасивая для продажи. И там вон вдалеке еще одна есть. Вот можно видеть. Вот рыбка, видите, какая синяя. Тоже. Вот их надо всех поубирать, для того, чтобы здесь только были красивые рыбки. Скорее всего, вот этих меченосцев пересажу вот сюда, к вот этим вот, в один объем. Ну, короче говоря, немножко поработаем. Итак, ну что, прошло 2,5 часа, немножко поработали. Значит, здесь рыбку пересмотрел. Осталась одна красавица здесь. Значит, здесь неоны у нас разъехались по разным аквариумам. Значит, вот здесь часть. Здесь самцы. Вот сюда садил самочек. Самочки здесь. Меченосцев посадил всех сюда. Из 40-литрового аквариума. Вот здесь опустело все. Здесь были меченосцы. Посадил сюда 4 анциструса. Таких сантиметров по 5. Они сейчас почистят здесь дно, стеночки. Но, несмотря на все это, сюда мы будем пересаживать мальков. Тоже в этот пустой аквариум тоже пересадим мальков. Вот этих красных, зеленых. И вот этих вот у нас здесь розовые и синие. Не знаю, когда выйдет ролик, но нерест был 1 ноября. Ну, сегодня, кстати, 25. Ну, я думаю, что сегодня, может, или завтра выйдет ролик. Вот от момента нереста этим рыбкам 25 дней, грубо говоря. Вот они такие красавицы. Ну, мне задавали вопросы, почему вот не все тернеции быстро окрашиваются. Ну, не знаю, вот зеленые, красные, у них уже через неделю видно цвет. А вот, например, розовые, синие, ну, розовые уже видно, что это будет розовая рыбка. Ну, а синие, если подсветить фонариком, то видно тоже. Какой фильтр забитый, капитально, артемией, яйцами. Ну и вот у нас здесь еще ждут на переселение Данио. Тоже этим рыбкам где-то, ну сколько, сентябрь, октябрь, ну уже по 2 месяца они такие хорошие. Но я сюда подсыпал еще с других нерест, ну вот такое их количество. Со всех аквариумов, из которых делают перемещение рыбок, тоже гупиков всех сюда посбрасывал в один. Нормально себя чувствую. Ну и, конечно же, сделал подмену воды на все разводня. 25% воды было слито. Почистил дно. Рыбки себя чувствуют нормально. Вот красавчик у нас такой 15-сантиметровый сидит.
Вот, у всех чистенько, красота и порядок. Ну вот, друзья, нерестовик пусто. Это говорит о том, что мы наших рыбок выловили. Ну как выловили, вот так поставил сачок большой, перелил в тазик, и рыбки оказались в сачке. Вот смотрите, какое их там количество. Сейчас мы их будем выливать в аквариум 40 литров. Самое главное, аккуратно не разлить. Так, вот здесь я чуть-чуть так сделал меньшее движение воды и немножко прикрыл сливную горловину, чтобы сейчас, когда малек, только выпустим его, чтобы он сразу случайно не засосался туда. Так, давайте будем наблюдать, как он будет выплывать. Так, надо воды набрать сюда. Так, воду набираем. Так. О, какое у них счастье, смотрите. Красавчики. Сейчас мы перевернем ее. Конечно, у них сейчас здесь будет балдеж. Было 8 литров воды, и тут 40, на тебе, в 5 раз больше. Опа. Тут там некоторые есть пропавшие, попали, но основная масса, красавчики прикольные. Короче, пускай они сейчас немножко обживутся, и мы их потом сразу покормим артемией. И они будут себя нормально чувствовать. Красивый яркий цвет. Особенно красные. Итак, ну что, прошло где-то 15-20 минут. Можно видеть, малек уже распределился по всему объему аквариума. И, как ни странно, нормально себя чувствует, без всякого... плавает. И сейчас мы его покормим сразу артемией. Итак, артемию мы сцедили. И сейчас даем малькам. Как обычно я это делаю. Беру вот так на пинцет. Опа. И сюда. Объем здесь, конечно, побольше. Но малек уже достаточно нормального размера. Он элементарно охотится, плавает по всему объему, ищет корм. Ну, как вы знаете, артемия — это один из самых лучших кормов для мальков. Если что-то и останется, то сомики ансиструсы, конечно, быстренько все там подъедят. То есть ничего здесь у нас не пропадет. Живой малек охотится охотно, значит, будет с него толк. Уже совсем скоро он превратится в красивую рыбку. Ну вот, смотри, какие красавцы красные. Ух, огонь прямо. И вот эти наши будут такими же красавчиками. А вот здесь сидят их родители. Красивые рыбки. Вот смотрите, практически уже, ну, еще есть частички корма, но практически весь он съеденный. Вот еще немного подсыпал. Я думаю, этого уже будет им достаточно. Распределен малек по всему периметру аквариума. То есть все нормально. Друзья, а вот этих вот розовых и синих я решил, конечно, оставить еще немножко, наверное, на недельку здесь в этом объеме, потому что они очень мелковатые.
И будут очень долго искать корм в том большом аквариуме, в 120-литровом. И даже в 140-литровом. Поэтому они еще сидят здесь. Губку я им не поменял, а промыл, все. Они, думаю, будут себя здесь нормально чувствовать. Фильтрации им хватает, водичка чистая. То же самое я сейчас покормлю. И они будут здесь еще недельку находиться. Вот, пожалуйста, счастливая рыбка кушает артемию. У кого есть желание, возможность поддержать канал, все необходимые данные есть в описании. Или просто становитесь спонсором, нажимайте под видео кнопку «Спонсировать». Буду вам за это очень благодарен. Друзья, ну вот такое небольшое видео у нас получилось. Кто не подписался, конечно, подписываемся на канал, пишем комментарии. И до встречи в новых видео. Пока, друзья!